Приветствуем вас на канале Раиса Греченко. Дача, сад, огород, цветы. У нас очень часто, почему-то в последнее время идет вопрос о том, что нужно ли выбирать, в какие особые дни нужно заниматься прополкой, как бороться с сорняками. Ну и у меня одно правило. Прополкой бороться с сорняками, то есть нужно не давать им жизни, и это постоянно. Причем нужно вместе и вот эту просапку делать, и сорняки. Вот смотрите, если оставить вот здесь до какого-то определенного дня, вот исключение всех правил по луне, я всегда стараюсь вот эти сорняки, видите, мы их убираем. Только они появились, если мы их оставим до момента, когда они будут сильно большие, они все питательные вещества, которые мы сюда заложили, они просто используют. И смысл будет в тех питательных веществах. Мало того, мы сразу же вместе с тем, что мы убираем сорняки, мы сразу же выполняем важную задачу. Нужно дать воздух корням. И тем более, что у нас юг и жара, и естественно получается, что если полили, сразу же и суглинки, вот образуются такие вот щели, поэтому вот возле корня аккуратненько вспушиваю и просапываю здесь сколько можно. А когда уже полностью вот затягивается все плетями, то здесь только можно уже работать, то есть полоть сорняк и работать вот такими аккуратненько грабельками для того, чтобы не повредить и не поднимать вот эти плети. Ну, кроме этого, давайте посмотрим еще другие случаи, когда я хочу вам доказать, что нужно всегда и постоянно заниматься прополкой грядок для того, чтобы иметь хороший урожай и затем не сидеть в траве и ждать, пока волки там заведутся. Ну вот смотрите, междурядье картофеля. Вот такая меленькая травка. Можно, конечно, ждать какого-то дня, но тогда будет просто их очень-очень много, этих трав. И можно будет просто потеряться. И очень много времени тратить для того, чтобы эти травы все полоть. А можно не полоть сейчас. Вот смотрите, очень легко сейчас и воздух даем. Кстати, у нас после соломы и грибы, мы их убираем. Мы не знаем, не знакомы с этими грибами. Вот. И вот такая просапочка. Легко, просто вместо гимнастики пробежались и решили эту задачу. Надо ли ждать определенного дня? Думаю, что нет. Ответ как раз сам напрашивается. Нужно постоянно вместо гимнастики утром, вечером, хорошую погоду. Конечно же, если вот такой сорняк, то вытягиваем его с корнями. Естественно, там что-то остается, но все равно вытягиваем и забираем. Вот. И смотрите, мы буквально минуту говорим, снимаем, а я уже прошла третью часть рядочка. А Александр Федорович еще быстрее это делает. Так что здесь у нас ответ однозначный. Не ждем, когда разрастутся сорняки, а работаем тем, чтобы предупредить их нарастание, размножение. И, кстати, снова же они наши питательные вещества забирают, которые мы готовили для картофеля. А мы им не дадим. Вот смотрите, после полива тепло сейчас. И сколько взошло семян, видите, сорных трав. Пока тыква маленькая, потом она вырастет. И там не будет никаких шансов расти сорнякам. Тыква очень хорошо энергетически закрывает всем сорнякам доступ к космической энергии. Солнце забирает все. Вот смотрите, нужно обязательно не давать возможности вот этим сорнякам прорастать. Мы их в корне, то есть на корню маленькими уничтожаем. Здесь же у нас после полива и чеснок. Вот то же самое воздух. И обязательно вот таким образом проходим. Да, маленький еще сорнячок. Но видите, корешок какой. И будет расти, естественно, вытягивать питательные вещества и забирать энергетику у наших растений, которые мы посадили. Вот они. Мы их убираем таким образом. Вот здесь мы специально оставили несколько вот таких квадратных метров, где у нас
посаженные рассада дыни. И вот смотрите, мы совсем здесь ничего не работали с травой. И если ждать еще какого-то периода, то представляете, что здесь получится. Поэтому нужно не дожидаться, нужно траву убирать. И причем мы не только ее просапываем, но и выдергиваем. И если оставить вот такие условия, что вот лето уже тепло, вот эта трава, даже ее выдернул, и осталась она на земле, и полита здесь растение, влажная земля, тепло, и вот это получается рассада этих же сорняков. Поэтому мы не просто полим, выпалываем эту травку, а мы еще и убираем, собираем. Если эта травка хорошая, то она попадает в бочку снова же, там, где у нас удобрение готовится. Вот, пожалуйста. И у нас вот это растение получает уже воздух, получает доступ энергии, дыхание корня. Вот. Ну и уже никто не будет забирать питательные вещества у этого растения. Поэтому мы отвечаем на новые вопросы по поводу того, что когда лучше всего полоть грядки. Полим всегда, когда есть только появляются сорняки и есть возможность взять в руки сапку или грабельки, ведро и вот эту травку всю собираем. Далее сапкой все спушиваем землю, и наши растения нормально себя чувствуют, растут, развиваются, потому что мы не убиваем их вот этими сорными травами. Ну, а где не успеваем, вот приходится потом дорабатывать и больше тратить время, как в данном случае, видите, сколько нужно будет вот эти травы собирать, если можно просто-напросто пройтись грабельками или же сапкой и спушить землю сразу и сделать два дела, и еще и собрать сорняки. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили ответ на ваши вопросы по поводу, когда же, в какой благоприятный день для сорняков их собирать. Любой день. Только не давайте им возможность развиваться. Сорняки не для нашего огорода. Лучше посадите еще бархатцы, какие-то цветочки рядышком. Пусть они помогают другим растениям и радуют наши глаза. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Мира и добра вам. Пока-пока.